привет! Меня зовут Еременко Ольга Ивановна. Я мастер спорта международного класса по гиревому спорту. Также являюсь шестикратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой России, двукратной чемпионкой Европы, рекордсменкой и абсолютной победительницей в своей весовой категории до 58 килограмм в рывке с весом гири 24 килограмма. Гирями я занимаюсь уже на протяжении 10 лет. Гирями я пришла не сразу, потому что сначала я занималась легкой атлетикой, затем тяжелой атлетикой. И затем я попробовала гиревой спорт, мне понравилось. И результат как-то пошел быстро, я решила остаться. Моя начальная подготовка до мастера спорта и после мастера спорта, в принципе, отличается только тем, что чем выше профессиональный уровень спортсмена, тем более объемные тренировки можно делать. Также мы с тренером с моим экспериментируем. Он пробует различные подходы в тренировочном цикле. Мы уже перепробовали очень много вариантов, и на данный момент он мне подобрал тот самый вариант, который мне подходит. И я тренируюсь по этому тренировочному плану. Вот. Больше всех мне запомнились соревнования. Это Кубок России, на котором я выполнила первый раз 200 подъемов с 24-кой, с гири 24 килограмма. Я первый раз официально на соревнованиях подняла 200 раз. На данный момент я тренируюсь 2 раза в день, и это является моей основной работой. Вот. Перед стартом или перед заходом на помост я молюсь, у меня есть определенные молитвы. И, в принципе, я молюсь о том, чтобы Господь помог мне в моем нелегком деле, так сказать. И, как говорится, человек может прилагать лишь усилия, но результат полностью зависит от Бога. Поэтому, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. И здесь то же самое. Действует правило. Мы можем тренироваться, пахать на протяжении года, но перед заходом на помост или перед каким-то стартом результат как бы полностью в руках Господа. В межсезонье и подготовительный период я больше тренирую. У меня идет акцент на функциональные тренировки. Это бег, плавание, также игровые виды спорта для того, чтобы отвлечься от гирь. Вот. Также, в принципе, я тренирую только свою дисциплину. Немного пробую толчок по длинному циклу, так чисто для себя, на легких гирях. Вот. И также еще в эти периоды я делаю акцент на общую физическую подготовку. Мы с тренером делаем акцент. Вот. Мой первый тренер в гирях — это Чумаченко Валерий Яковлевич. Так как я занималась изначально гирями в Забайкальском крае, Чите, здесь я и родилась, и затем я переехала в Омск, естественно, у меня тренер поменялся. Это был Елисеев Виктор Сергеевич, и затем после него, так как у меня результат стал, и со здоровьем у меня начались проблемы, я поменяла тренера, и на данный момент меня тренирует Шанин Александр Сергеевич, и он является моим официальным тренером на нынешний момент. Для меня значение тренера для начального этапа подготовки спортсмена и профессионального этапа ничем, в принципе, не отличается, так как и на начальном этапе нужен тренер, и на профессиональном этапе. И я даже скажу больше, что
вы можете задаться вопросом, на начальном же этапе спортсмены делают больше ошибок, чем на профессиональном, но вот исходя из моего опыта, да, и из опыта других спортсменов, что даже будучи на профессиональном уровне, спортсмены делают ошибки, и их может увидеть только тренер на самом деле и исправить. Вот, поэтому каким бы вы совершенным не были спортсменом, вы все равно можете допускать какие-то ошибки, которые будут вам мешать прогрессировать в спорте, и которые может увидеть только тренер, который знает вас. Качество тренера для меня, допустим, качество хорошего тренера – это он должен быть профессионалом в своем деле, очень заботливым, внимательным, чутким к спортсмену. Он должен знать его от А до Я, во сколько он ложится спать, во сколько он встает, во сколько он кушает и что он кушает. Это очень важно для спорта высших достижений. Вот. И также для того, чтобы скорректировать полностью тренировочный годовой цикл. И для меня также является таким качеством для тренера, это с хорошей точки зрения, это такой фанатизм. Тренер должен быть фанатом своего спорта, он должен любить свое дело, очень хорошо относиться к спортсменам, мотивировать их постоянно, по максимуму присутствовать на их тренировках. А если он и не присутствует, то должен хотя бы после тренировки, на которой он не присутствовал, и либо попросить кого-то, допустим, да, чтобы они посмотрели за спортсменами или за спортсменом, который тренируется без его присутствия. Вот. И кто-то, допустим, скажет, ну зачем мне, допустим, тренера, да, я уже профессионал, я могу сам тренироваться, я уже знаю, допустим, свой организм, я его чувствую, где мне можно сбавить, а где наоборот набавить. На это я могу сказать такие слова, что говоря так, спортсмен, я могу сказать так, допустим, вы заболеваете, и почему-то вы обращаетесь практически, если вы серьезно заболеваете, вы обращаетесь к врачу. Но если вы знаете свой организм, знаете, вы должны знать, как его лечить, зачем вы обращаетесь к доктору. И также в спорте. Допустим, там, где уже идет перетренированность, да, спортсмен может думать наоборот, что вот, я еще могу, и так может наступить, у него может наступить перетренированность в подготовке. Или наоборот, если когда спортсмен ленится, и он думает, что-то мне сегодня плохо, я не буду тренироваться, это всего лишь его лень. Тренер видит, что он просто ленится, и он его просто заставляет делать. Вот. И я считаю, что со стороны, как говорится, виднее. И тренер, будучи тем человеком, так сказать, со стороны, он лучше видит и знает своего подопечного, если у него присутствуют все вышеперечисленные мной качества. Если он следит полностью за своим спортсменом или за спортсменами, полностью их контролирует, ведет их на протяжении всего тренировочной карьеры их. Вот. Также я считаю, что может быть в скором времени гиревой спорт станет олимпийским видом спорта. Не знаю, застану ли я это будучи профессиональным спортсменом или нет. Скорее всего, нет. Вот. Также вот на протяжении своей спортивной карьеры я заметила, что сколько было стран, допустим, до того, как я начала заниматься, сколько стран сейчас участвует, их стало очень намного больше. Это говорит о том, что гиревым спортом все больше и больше в мире интересуется, и это еще благодаря, конечно же, нашим передовым спортсменам, которые ездят на семинары и
рассказывает о таком виде спорта, как гири, популяризирует его в массы, знакомит с ним людей с Европы. И многим нравится как бы им заниматься. Многие вступают в нашу ассоциацию гиревого спорта. Вот. В принципе, гиревой спорт такой, как он сейчас, в таком виде, какой он сейчас, да, в принципе, мне все нравится, кроме одного, то, что вот у нас убрали весовые категории у девочек, да, оставили до 63 и свыше 63, я считаю, это непрофессионально и неграмотно было сделано. Не знаю, для чего это было сделано, но в олимпийских, даже если мы возьмем олимпийские виды спорта, в олимпийских спорта в них никто так не делает. Допустим, я вешаю 56 килограмм, и девочка вешает 63 килограмма. Естественно, мне будет тяжелее с ней бороться, так как чем выше вес, тем легче поднимать гирю. И поэтому я считаю, что это было сделано очень неграмотно и непрофессионально. Вот. И надеюсь, что весовые категории вернут все-таки, так как многие сейчас, я общалась с тренерами, и многие сейчас девочки просто ушли из этого спорта, именно с рывка, так как аргументируя это тем, что уже как бы зачем тратить силы свои эмоциональные, как бы и так далее, и приезжать на соревнования, если уже, допустим, первая пятерка уже известна, кто станет первым, вторым и третьим, как бы, да. Вот, поэтому вот такие вот дела. Что хочется пожелать? Хочу всем пожелать профессиональных успехов в спорте, в достижении своих целей, чтобы не останавливаться на каком-то результате, идти все дальше и дальше и дальше, прогрессировать, пробовать все новые и новые какие-то решения, все новые и новые тренировочные какие-то занятия, пробовать, экспериментировать, не останавливаться, как говорится, на одном, чтобы не было застоя. Вот. И опять же я уточню, что именно в этом может помочь вам тренер очень хороший, так как он может увидеть, какой метод тренировочный вам лучше подойдет именно в гирях. И также не забывайте о своем духовном развитии, так как духовное и физическое развитие, они идут рядышком, и без одного нет другого, как говорится. Вот. Всем пока. Очень приятно было побеседовать.